Расставание и как вести себя при расставании. В голове у меня, когда про эту тему думаю, в голове у меня крутится песня Аллы Борисовны Пугачевой про расставание — это маленькая смерть. И это правда так, расставание — это маленькая смерть, это очень больно. И есть такое свойство психики, что когда нам очень больно, нам хочется делать, а не чувствовать. Или, правильнее сказать, делать, чтобы не чувствовать. И тогда возникают вот такие вопросы: а как правильно себя вести? То есть что мне делать? Как будто бы есть какой-то правильный алгоритм действий, который тут же заставит этого негодяя вернуться к вам, или, не знаю, произведет какую-то внутри лоботомию, вы забудете все и вместе с тем уйдет боль, или эти правильные действия приведут завтра на ваш порог нового принца, который все это своей любовью залечит и исцелит. Ну, в общем, да, вот такие фантазии, что есть некие правильные действия, но их нет. Более того, чем больше вы будете думать про действия, концентрироваться на действии, тем больше вы рискуете остаться вот в этом замкнутом круге, либо затянувшегося одиночества, либо попасть вот в такое постоянное уход и возвращение вот партнера, да, мужчины, там, женщины, с кем вы расстаетесь, либо же риск попасть в такие же отношения, ну, с новым партнером, но по сути такие же, тот же сценарий прожить. В чем же выход? Да, единственно правильным решением при расставании будет такой вот разворот своего внимания с внешнего на внутреннее. Да, потому что правильное проживание расставания — это, ну, такой ваш билет, ну, можно сказать, в счастливое будущее. То есть это шанс качественной перестройки внутри личности, а значит, качественно нового будущего. Потому что к тем отношениям и к тому разрыву, который есть сейчас, привела определенная ваша система мышления, привели определенное ваше внутреннее состояние. И если их не менять, то рано или поздно вы будете к тому же возвращаться. Поэтому расставание — это ситуация, когда вы проживаете расставание, это, ну, такое указание для вас про то, что необходимость меняться, и сейчас хорошее время меняться. Да? И вот в эту сторону я бы смотрела, и для меня это, еще раз, единственная правильная стратегия, как прожить расставание и выйти оттуда, ну, не просто целой, а обновленной, перерожденной и, в общем-то, очень хорошо дальше такой квантовый скачок в своей жизни сделать. Несколько идей, которые, я надеюсь, вас смогут поддержать в этом процессе. Первая мысль — это то, что, ну, действительно, расставание — это маленькая смерть. Это так, это правда. И вы страдаете, вам плохо не потому, что вы какая-то слабая или слабый, или не знаете чего-то, каких-то правильных упражнений, медитаций, а потому что расставание — это больно. Это как, когда, не дай бог, вы ломаете руку. Это больно, просто объективно больно. Это надо прожить. Вот это первая идея. Пожалуйста, ее себе возьмите. Идея вторая. Во время расставания наша психика регрессирует. Регрессирует либо в детское состояние, там 2 года, 2-6 лет и так далее, либо, что бывает чаще, и это больнее, и это более рационально и глубоко, на младенческий уровень функционирования, там, где вообще нет воспоминаний. То есть так вы хоть можете вспомнить: мне также было больно, когда там папа уходил от нас с мамой, там, когда мне было там 3 года. Да? Вы можете какие-то связи сделать, как-то запараллелить и так далее, потому что уже после 2 лет у ребенка формируется то, что называется эксплицитная память, память, которая кодирует воспоминания историями. То есть человек уже помнит целостное переживание. Вот папа уходил, вот я так плакала и так далее, и сейчас мне похоже тоже так же. Да? И вот эти параллели, они тоже помогают немножечко, не немножко, а хорошо помогают исцеляться со временем. Если мы говорим о младенческом уровне, то там нет эксплицитных воспоминаний, там имплицитные, там непонятно, вот просто меня разрывает изнутри и все. И в такой момент женщина может говорить: я понимаю, что этот мужчина этого не стоит, у нас не такие хорошие отношения были, и всяко разно было, и вообще не идеальный мой мужчина. А внутри просто боль разрывает адская, да, потому что на самом деле в этот момент внутри вас, да, переживает вот этот младенец, или маленький ребенок.
И в этом смысле вот третий пункт, о котором хочу сказать, это такая, знаете, правильная диссоциация внутри, здоровая диссоциация. С одной стороны, вы понимаете, что части вас реально больно, вот реально больно. С другой стороны, да, вы понимаете, что на самом деле это иллюзия, что боль связана вот с этим мужчиной, с этой ситуацией, с этим конкретным эпизодом. Да? То есть это и правдиво, и иллюзорно одновременно. И вот по чуть-чуть, если вы вот эту двойственность сможете внутри себя сохранять, вы увидите, как больше станет энергии, вы начнете оттуда выходить. Вот. Это важно. Конечно, это лучше делать с психологом, если есть такая возможность. Ну, было бы желание, да, возможность сейчас есть разные там стоимости, разные форматы занятий, поэтому можно себе подобрать, что я вам очень рекомендую. Но суть вот такая, да, что нужно с одной стороны, вот если у вас маленький ребенок и он пришел в садик и плачет, что вот там друг Миша там, не знаю, забрал его фломастер, да, и вот правильная реакция мамы это одновременно и понимать, что для вашего ребеночка сейчас это трагедия. Это ну вот правда так. И обесценивать это не надо. С другой стороны, вы понимаете, что ну фломастер, ну сколько этих фломастеров еще будет, и пожалуйста, есть новые, можно купить. И, в общем, это вообще не вопрос. И вот вы, как хорошая мама, занимаете вот эту двойственную позицию. С одной стороны, вы говорите, да, тебе больно, ну правда, это обидно, это так-то так. С другой стороны, вот есть фломастеры, и, в общем-то, ну, можно это все решить. Вот, и вот такая позиция вам нужна по отношению к себе. Ну, еще раз, не всегда это получается, когда боль такая свежая, сильная, но постепенно в эту сторону двигайтесь. Следующий такой идея, упражнение, которое вы можете делать. Подумайте о том, какие состояния вам дарил этот человек. Ну, вы так думаете, что вот рядом с ним я чувствовала себя там роскошной женщиной, не знаю, или какой-то там маленькой девочкой такой любимой, или еще. То есть любые значимые отношения – это набор неких состояний, очень важных для вас, которые вы проживали рядом с этим человеком. И кажется, что это он мне дает это состояние. Но на самом деле состояние это ваше. Он активирует, он как триггер, он как, ну, он включает, но состояние ваше. И когда мы проживаем боль от разрыва отношений, это боль связана как будто бы с потерей этих состояний. Я больше никогда не буду чувствовать себя такой желанной, такой красивой, такой ценной, такой еще какой-то, да, необыкновенной. И вот подумайте, да, пособирайте вот эти состояния, самые-самые важные 2-3 состояния центральных, которые вы ценили в этих отношениях. Там могли быть полярные состояния, вот здесь я очень плохо себя чувствовала, вот здесь хорошо. Мы сейчас берем хорошее состояние. И вам важно, первое, да, подумать о том, ну, по крайней мере, допустить эту идею в голову, что состояние это ваше. Это не человек вам дарил, то есть они внутри вас. Просто с этим человеком, да, создавалось пространство, где вы могли их прожить, но они внутри вас остались. И подумайте, что еще вам дает эти состояния. Пусть вот в таком малюсенькой такой дозировке, да, чуть-чуть, но похожее переживание. И привносите это в свою жизнь. Еще один важный момент – это чувство вины. Осознавайте, вот через вину вы входите вот в эту реальность постоянного страдания, боли и так далее. Осознавайте, когда вы начинаете обвинять себя или обвинять его. Ну, я говорю его, потому что больше женщин смотрят это видео. Ну, если у вас там разрыв с девушкой, это зеркальная ситуация, да. Например, мысли, вот он все-таки обманывал, он все-таки вот, как я терпела, он здесь нарушал границы, а здесь то, а здесь все. Раз, пошло обвинение его, все. Понимаете, что обвинение это вход, вы прошли дверь, как, знаете, вот как зона, да, там duty free, раз, и вы влетаете в другую реальность. Реальность, где будет постоянно больно, постоянно плохо, то жертва, то агрессор, и никакого развития, да. И вот на момент, когда вы чувствуете вот эту вину, вы еще можете вернуться обратно. Еще, знаете, паспортный контроль еще не пройден, раз, и откатили ситуацию. Точно так же, когда вы начинаете себя обвинять. Вот, а я могла лучше там одеваться, а может ему там вот не надо было скандалить, а вот это не то сказать, а вот это... Все, да, вот эти вещи, либо его обвинение, либо свое обвинение, понимаете, что они вас заводят не в ту степь, вы их останавливаете внутри. Это тоже будет вашу энергию возвращать. Ну и последний момент, расставание это всегда сигнал про то, что вам пора на новый уровень.
Вы уже готовы. Новый уровень, я имею в виду новый уровень мышления внутри вас, который дальше изменит вашу внешнюю реальность. То есть это как сообщение, сигнал вам, что пора расти. Все, пора расти, вы готовы, у вас есть энергия, у вас есть для этого все необходимое. И, возможно, это будет вот новый виток отношений с тем же мужчиной или с той же женщиной, вполне себе, но это будут качественно другие отношения, если вы внутри себя поменяете свои состояния и свою систему мышления. Вот тех базовых вещей, которые я дала, ну, в принципе, их достаточно, чтобы начать этот процесс. Просто сложно это удерживать, да, вы откатываетесь, да, вы забываете, так работают системы психических защит. Поэтому еще раз моя рекомендация — это делать со специалистом. Если вы хотите, у нас в Европейской школе психологии есть много классных, грамотных, профессиональных психологов, кто вам может в этом помочь. Под видео там ссылочки будут, можете перейти. Ну, в принципе, выбрать, ну, сейчас очень много психологов. Вот, если у вас есть проверенный, то, пожалуйста, любой хороший профессиональный психолог вам поможет быстрее пройти вот путь расставания и путь перестройки мышления после расставания, который вот дает этот рост.